Привет, Арми. Не все истории любви рассказывают словами. Некоторые живут в одном взгляде, в короткой паузе и во внимании, которое никогда по-настоящему не покидает их. Это те маленькие моменты, которые заставляют многих остановиться и обратить внимание на Чингука и Тэхёна. Недавняя прямая трансляция BTS, хотя и длилась всего несколько минут, предоставила очень четкое пространство для наблюдения за взаимодействием между Чингуком и Тэхёном. За это короткое время, скрытое в деталях, показало необычайную близость между ними. Где бы они ни находились в комнате, их внимание всегда было сосредоточено друг на друге, как будто невидимая нить постоянно возвращала их взгляды друг к другу. Эта связь была очевидна по их взглядам и языку тела, который было почти невозможно скрыть, когда чувство комфорта и привязанности было ощутимым. На протяжении всей трансляции, в комнате, полной других участников, Чингук и Тэхён поддерживали взаимное внимание. Их взгляды продолжали искать друг друга, встречаясь снова и снова, без видимой причины. Каждый раз, когда их взгляды встречались, выражение их лиц незаметно менялось. Медленно появлялась мягкая улыбка, заменяя их прежние нейтральные выражения. В эти короткие мгновения, казалось, они погружались в свой собственный мир, отстраняясь от суеты вокруг. Чингук демонстрировал очень явную привязанность к Тэхёну во время прямой трансляции. Несколько раз он спонтанно поворачивал голову, смотря прямо на него, даже когда его положение тела было не совсем удобным. Он повторял этот жест неосознанно, как будто необходимость подтвердить присутствие Тэхёна была важнее его собственного комфорта. Привычка Чингука постоянно искать Тэхёна взглядом демонстрировала искреннее восхищение и желание поддерживать с ним визуальную связь. Эти взгляды не были простым совпадением, а скорее отражением чувства безопасности, которое он испытывал, когда Тэхён был рядом. С другой стороны, у Тэхёна был уникальный способ обращать внимание на Чингука. Он делает это тихо и незаметно, часто подперев подбородок рукой. Этот жест давно замечен фанатами как привычка Тэхёна, когда он сосредоточенно думает о Чингуке, даже не следуя за его взглядом напрямую. Поза Тэхёна достаточно, чтобы понять, на чем он сосредоточен. Один из самых показательных моментов происходит, когда Намджун упоминает, что Чингук помогал разрабатывать логотип и много времени проводил за рисованием на своем iPad, находясь в Соединенных Штатах. Услышав это, выражение лица Тэхёна заметно меняется. Мгновенно появляется мягкая улыбка, не небрежная, а выражение искренней гордости. Эта реакция естественна, показывая, как достижения Чингука глубоко влияют на него эмоционально. Гордость и привязанность явно отражаются на лице Тэхёна в этот момент. Ни слова не произносятся, но чувства ощутимы. Это та забота, которая возникает только от крепкой связи. Еще один не менее интересный аспект – их синхронизация в небольших моментах во время трансляции. Тэхён, кажется, ждет, пока Чингук допьет воду, прежде чем повторить тот же жест. Эта простая координация показывает, что это привычка, которую они часто повторяют. Такая синхронизация не возникает случайно. Она рождается из близости, построенной годами, из привычек, сформированных со временем и благодаря постоянству. Динамика между Чингуком и Тэхёном, кажется, не меняется, а, наоборот, со временем становится сильнее. Их привязанность продолжает излучаться через их взгляды, легкие улыбки и искренний язык тела.
Эти взаимодействия не требуют словесных объяснений, поскольку их выражения лиц и жесты говорят сами за себя. В Японии идзакая известны как место, где можно расслабиться, выпить и насладиться едой в теплой и уютной атмосфере. Само название «идзакая» происходит от слов, означающих «место, где можно посидеть, выпить и почувствовать себя комфортно». Эти места очень разнообразны, предлагая все, от блюд из свежей рыбы и мяса до региональных деликатесов. Идзакая – это место, где люди могут часами болтать и наслаждаться обществом друг друга. Недавно одна идзакая стала горячей темой, после того, как стало известно, что ее посетили Тэхён и Чингук. Владелец поделился фотографией их автографов и публично поблагодарил их. Этот пост сразу же вызвал ажиотаж. Многие люди стекались в идзакаю, желая увидеть своими глазами место, где Тэхён и Чингук сидели вместе. Некоторые даже фотографировались на одной и той же скамейке, увековечивая время, проведенное вместе. Для некоторых этот визит стал неопровержимым доказательством. Слухи о том, что их отношения закончились или даже никогда не существовали, постепенно утихали. Но этот момент в японской идзакае доказал обратное для многих поклонников. Их любовь не угасла. На самом деле, она, казалось, становилась сильнее, что подтверждалось простым выбором – проводить время вместе. В тихой, уютной обстановке, как любая другая пара, наслаждающаяся временем, проведенным вместе, без внимания публики. Их место в идзакае даже описывали как романтическое. Оно располагалось у окна, в которое лился мягкий, приглушенный свет. Легко было представить, как они сидят друг напротив друга, наслаждаясь ужином в интимной обстановке. Личные моменты, которыми они иногда делились с публикой, становились маленькими окнами в глубину их отношений. Связь, которая длилась более 10 лет, и, казалось, созревала с каждым днем. Еще одна поразительная деталь – 2 разных подписи, которые они оставили в идзакае. Эта мелочь показывает, что визит не был поспешным. У них было время, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой. Их отношения интимные и личные, но не полностью скрытые. Они просто мудро выбирают, чем поделиться с миром, а что оставить при себе. Это редкий баланс. В недавней прямой трансляции Тэхён также продемонстрировал свои глубокие знания десертов, упомянутых другими участниками. Это поднимает милый вопрос. Сколько еще свиданий было у Тэкука, о которых мы никогда не знали? Каждый раз, когда Тэхён упоминает крем-брюле своим фирменным тоном, становится ясно, насколько хорошо он знает вкусы Чингука. Их любовь отражается в таких мелочах, в предпочтениях, которые они помнят и лелеют. Сам Чингук не из тех, кто выражает свои чувства прямыми словами. Он предпочитает простые действия, небольшие жесты и повседневное внимание. От регулировки микрофона Тэхёна до обеспечения его удобного места. Поклонники, которые следят за их историей годами, умеют распознавать эти знаки. Они знают, о ком Чингук заботится больше всего, кто помогает ему чувствовать себя комфортно и кто вызывает у него ту самую особенную улыбку. Отношения Чингука и Тэхёна развивались медленно и естественно. Они строились на общих переживаниях, долгих путешествиях и разговорах, которые не всегда видны на публике. От юношеских шуток до эмоциональной поддержки во взрослой жизни. Сила их связи заключается в безмолвном общении. Одного маленького жеста достаточно, чтобы понять друг друга. Эти отношения выдержали расстояние, время и давление общественного внимания, но остаются неизменными. В конечном счете, история Тэкука – это не преувеличенные предположения, а реальные моменты, которые они продолжают разделять. Их взгляд, их защита, их забота и их беспокойство.
Связь, которая крепнет, сохраняется и продолжает демонстрировать непоколебимую глубину. Поставьте лайк, если вы чувствуете их связь. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые моменты с Такуком. Оставьте свои мысли в комментариях. Поделитесь ими с другими ARMY, которые понимают эти мелочи. Потому что их истории всегда заслуживают внимания.